И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 10 апреля и традиционный вечерний обзор событий на фронте, что у нас сегодня произошло и, соответственно, чего можно ожидать в ближайшем будущем. Начнем традиционно рассматривать ситуацию с севера. Это условно Брянское, Курское, Орловское, Белгородское направление. Сегодня топ-новостью здесь было объявление в Курской области желтого уровня террористической опасности. Сразу куча вопросов, куча писем. Юрий, что нам пора убегать? Ну, я уже давал один раз совет, что в таких случаях делать, надо сразу убегать до Владивостока, тогда точно вас ничего не коснется. Ничего принципиально нового вот я здесь сказать не могу. Угроза, которая была, она такая остается. Более того, она останется такой на протяжении нескольких недель. Те силы, которые сегодня собраны на границе, ВСУ имеется в виду, они безусловно могут провести какую-то локальную атаку, они могут обстрелять тот или иной населенный пункт в пределах до 10 километров из минометов, и все. Больше ничего принципиально они создать не могут. И на что они на самом деле рассчитывают, это оттянуть как можно большее количество российских войск для того, чтобы они не приняли участие в битве за Донбасс. Поэтому каждый житель делайте для себя выводы. Если вы находитесь при фронтовой полосе, я бы, пожалуй, на вашем месте уехал, если есть такая возможность. Если вы находитесь от границы с Украиной на 30, 40, 50 километров, никакой реальной опасности вам нет. И весь этот информационный интернет-шум рассчитан только на то, чтобы вы поднимали волну паники. И стоит отметить, что вам это очень хорошо удается. Следующее — это основное направление, Донбасское направление, сюда же добавляем Изюмское направление. Что происходит здесь? Здесь ссылаемся на сводки Генерального штаба ВСУ, который уже отмечает, что украинские вооруженные силы на этом направлении не предпринимают никаких активных действий. Наоборот, противник, то есть в данном случае вооруженные силы Российской Федерации, проламывает позиции украинских войск при помощи тяжелой артиллерии и авиации, которой украинские вооруженные силы противопоставить ничего не могут. Но, подчеркиваю, это пока не основная наступательная операция. Это просто идет перемалывание украинских войск на Изюмском направлении. Кстати, очень интересный момент. Сегодня по утечкам, опять же, из офиса президента Украины было сообщение, что британские разведчики, они очень плотно сотрудничают с украинскими спецслужбами, отмечают, что действительно у российской армии появилась новая тактика. То есть никто сегодня уже не идет ни на какие там серьезные прорывные марши, во время которых российские войска внесли относительно тяжелые потери. Сейчас российская тактика резко сменилась. Сейчас идет, по сути, перемалывание украинских вооруженных сил. Российские войска используют тяжелую артиллерию и авиацию. И то, что основные боевые действия сегодня идут, по сути, в степи, то есть в неприкрытой местности, они просто перемалывают украинские вооруженные силы. И этой тактике пока Киев ничего противопоставить не может. Киев принял тактику, которую в свое время, в 1813 году, принял Наполеон Бонапарт, когда он вел борьбу за Германию. У него была большая, по сути, огромная еще на тот момент армия. Он ее расселил по гарнизонам, которые затем, каждый один за одним, были уничтожены. И вот ровно ту же стратегию, судя по тому, что я вижу, выбрали на сегодня и украинские вооруженные силы. Они опираются на города, и их, в принципе, понять можно, потому что в поле они выйти не могут. Там их просто-напросто уничтожат. И вот, опираясь на города, закрываясь в гарнизоны, они один за одним будут уничтожаться. С учетом того, что мобильность украинских вооруженных сил падает день изо дня, они уже очень скоро не смогут даже наносить серьезных контратакующих ударов. И здесь единственным их преимуществом на сегодняшний момент остается работа на внутренних коммуникационных линиях. Им проще перебрасывать резервы, например, с Киева на Донбасс, с Донбасса на юг и так далее, с юга на Киев. Пока россияне вокруг все это перебросят, украинские войска могут сделать это уже несколько раз. И для того, чтобы лишить Киев вот этого единственного их преимущества, российская авиация, я бы на месте российской авиации, наверное, поступил бы так, на месте российского командования, я бы просто нейтрализовал все, в первую очередь, железнодорожные магистрали через Днепр, которых на сегодняшний день под контролем Киева всего 7. Или 8, возможно ошибаюсь, 7 или 8. И это в условиях, когда у украинских вооруженных сил идет острая нехватка горюче-смазочных материалов и моторесурса бронетехники, а это тоже очень важный момент, потому что ремонтировать эту бронетехнику становится все труднее и труднее. Вот с учетом этих обстоятельств, это почти полностью лишит Киев вот этого их единственное преимущество. Разрушив основные стратегические железнодорожные переправы через Днепр, уже не Киев, а Москва будет иметь преимущество работы на внутренних коммуникационных линиях. В первую очередь это касается южного направления.
Потому что переброска группировки, например, из района Гуляйполя в район где-нибудь Херсона у россиян займет всего несколько дней. А не имея железнодорожных переправ через Днепр, Киев сможет туда что-то перебросить с Донбасского фронта, куда на сегодняшний момент сосредоточены основные ударные силы ВСУ, ну, в лучшем случае за несколько недель. И вот лично я на самом деле не удивлюсь, если Москва нанесет этот удар. По крайней мере, он был бы очень логичным. Ну и напоследок еще одно интересное замечание по Херсонской области. Обратите внимание, что когда за последние 3 дня российские спецслужбы зачистили во многом спящие ячейки теробороны, которые были зачищены на протяжении последних 3 дней, это, по моим данным, это более сотни человек, то в городе Херсон начали массово поднимать российские флаги. А в городе Новая Каховка сегодня впервые был проведен пророссийский митинг. Это очень важный момент, на который я бы тоже обратил внимание. Вот это примерно то, что я могу сказать по поводу событий на фронтах украинской войны. По состоянию на 20:00 вечер 10 апреля. На этом по этой теме пока все и до свидания.